Итак, друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Зарабатываем вместе, и сегодня речь пойдет о проекте YouHow.pro, в который я зашел буквально месяц назад, это 12 ноября, и, скажем так, сделал депозит. Есть у меня на канале видео про это наглядное. Сделал я вот депозит, вот видео. Вот, сейчас видите, здесь табличка «Не инвестировать не платить». Сейчас расскажу почему. Перед этим ранее я здесь сделал был вот 3 дня назад пост, это 16 числа, что регламент на выплату средств нарушен, жду оплату. Вот, итак, о проекте я уже ничего не буду рассказывать, нет смысла, просто я зайду в свой кабинет и немножко вам о нем расскажу. Это как бы смысл в чем? Смысл в чем? Что есть проекты, компании, кто там себя как подает, да, есть какой-то там ряд документов, делают, можно посмотреть на gov.ua, все это понятно, чем круче сайт сделан, чем круче, допустим, выдает себя там админ или команда за какую-то компанию, там, с наземным каким-то офисом, тем более приток людей, тем больше заинтересованность, большие суммы они могут переваривать, то есть инвестиции, все такое. Но я не понимаю одного, вот почему меня оно так взбунтовало. Еще есть пару видео на канале тоже подобных проектов. Зачем людей кормить обещанием? Ну неужели ты админ такой вот уже мелочный, что прям, ну вот копейки хочешь пособирать? Тем более, что ты должен понимать, админ, что если уже началась буча, ну не спасет тебя твои обещания, твоя paid бригада, которая работает в твоем же телеграм-чате, что все хорошо, все будем работать и все такое. Смотрите, в общем, в чем суть расскажу. Проектик сделал я инвестицию, в основном захожу на свои средства, я говорил это и буду говорить. То есть никаких проплат. Смотрите, я сделал депозитик, первый у меня был 12 ноября на 100, отработал он 14 дней, закрыт. Ну, думаю, еще месяц поработаю, все вроде бы нормально, как бы было. Вот, зашел, пожалуйста, 27 ноября у меня, видите, да, то есть сделал новый депозит, туда-сюда, выплата закончилась, закрыт, думаю, да, сниму. Но перед этим человек, под которым я заходил, еще за 2 недели, фактически, когда я только сделал реинвест, буквально через 3 дня он мне сказал, что уже проект, сори, не платит. Я говорю, да ну. В других чатах наблюдаю, что выплаты были, то есть платят. Ну, соответственно, я себе так понял почему. Скажу в 2 словах. Потому что человек тоже ютубер, имеет канал, ему скорее всего, это, ну, гадалкой не ходи, 1000%. Ему сделали просто депозит в $1000. Он поработал, проценты, соответственно, вывел, людей, скажем так, не привел. Я не заходил на большую сумму, на $100. Я так понял, может быть, у него там и не было никакой команды особо, там 2 человека, может быть 3. И по факту вот он эту сумму вывел, как бы 2-3 человека, он $500, по-моему, что вывел. Там, поработал там месяц-полтора. Вот. И, скорее всего, что его заблокировали и, соответственно, всю структуру без вывода денег. Но, ребят, ну скажите, да, или поинтересуйтесь, что и как. Начинают кормить завтраками. Вот мой вывод. 11 декабря я поставил на вывод. То есть у меня получается 123 FRC. Это $123. Потому что одно FRC равно $1. До сих пор. Ожидаю. Теперь далее я тикет, пожалуйста, пишу в поддержку. Поддержка вообще интересная. Вот. Начал, ну, понятно, предлагал работать, тыры-пыры, за Perfect Money спрашивал для своих. У меня на канале все есть, я ребятам делаю посты, то есть отвечаю в личке, все такое. За рекламку спросил, ничего их не интересует, выдают себя как компанию. Но, как компания, подозревка у меня была с самого начала. Я и так знаю, что это все как бы мошенничество, все, что есть в интернете, все проекты, по факту это, ну, просто мошенничество. Вот. Но, тем не менее, в этом мошенничестве зарабатывают и одни, и другие. Ну, кто-то попадает, как всегда. Это было, есть и будет. Но, тем не менее, я им задаю вопрос. Добрый вечер. И читаю. Снимаю видео, а я снимал очередное видео, чтобы показать вывод, что проект платит. Ну, как обычно, вот на канале есть видео,
И попросил, или можно немножко быстрее. Вот здесь вот, поскорее. Потому что уже у меня подходило к регламенту. Регламент 72 часа. Ну, понятно, видео на паузе трое суток, это как бы немножко много. Мне написали. Так-то, так-то. Согласно регламента, написал хорошо, буду ждать. Далее. Я им пишу опять. Уважаемый, скоро будет 72 часа, как деньги на выводе. Время идет, ну, типа видео стоит, поддержка мне отвечает. Здравствуйте, поскольку был сбой сети TRC-20, выводы за 7, 8, 9, 10 выполняются с небольшой задержкой в 1-2 дня. Ожидайте зачисления средств. Ну, меня не смутило, во-первых, что я сделал вывод 11-го. И я им пишу, окей, немного подожду, но поставил на вывод 11-12. Я сделал скрины, типа как, ну, что буду снимать видео, сделать. И все, ребят, после этого тишина. Никто ничего не ответил. Написано прочитано. Да, но вывод, тем не менее, у меня стоит в ожидании. То есть, понятно, этот проект я уже не рекомендую. Я не знаю, кто туда зайдет, кого они там хотят оболванить. Вот. Но самое большое удивление меня ввело вот это вот. Сейчас покажу что. А вот что, смотрите, есть у них чат. Вот, YouHow, видите, да? И в чате здесь как бы люди успокаивают один другого, что все будет хорошо. Короче, бригада работает отлично. Но они работают без выплаты, вернее, скринов на выплаты. Ну и, соответственно, ну, сколько можно ждать? Да, поддержка уже не отвечает. Здесь вот есть тексты, кто захочет, перейдете, я ссылочку на чат оставлю, послушайте, почитайте, все вот это, что, мол, ждем, все будет хорошо, мало того, что сайт висел 2 суток, но, тем не менее, все говорят, ждите, все будет отлично, все будет работать. Я не выдержал, вот, сделал тоже звуковое. И на звуковое, как всегда, кто-то поддержал, кого-то выгнали, здесь тоже человек писал, что выплат нет, вот. PayPost бригада работает отлично. Вот. Я написал, что хотите, может и меня забанить, это легко. Но в принципе меня не забанили, так как стараюсь всегда писать аккуратно, без никаких там нарушений правил и все такое. Но тем не менее, выплат нет. Ребята чего-то радуются, что заработал сайт. Зачем работать сайту, если выплат нет? Он может работать и полгода, и год, но выплат не будет. И далее потихоньку начинают включаться люди. А если так посмотрел по аватаркам, в основном одни и те же ведут между собой как бы диалоги, да? Вот. Меняются только периодичность и время. Такое впечатление, что там сидит буквально 3-4 человека, и они себе с разных аккаунтов общаются друг с другом. Вот и все. А потом, после моих задаваний вопросов, где же все-таки выплаты, потихоньку как-то начали показывать там выплаты. Но выплаты начали показывать за 12 декабря, 8 декабря. То есть вот за те числа, и то показали там буквально пару человек. Все. Все остальные сидят в неведении. Вы меня извините. 5000, вот здесь, 5759 участников. 5000, что, некому показать скрины или что? Ну как так? Вот, во скольких я проектах был, и в фастах, пожалуйста, там какие-то матрицы, есть чат, пожалуйста. Все работают, все радуются. Ну, полный вперед. Теперь, если взять, с чего стартанул проектик, я не помню, за какого числа был старт, вот 6 мая, они начали с бота. Бот запустили, да, он там платил, не пошел я, потому что я смотрел, какие люди его качают, как бы не понравилось мне. В чате здесь пишут, что, ребят, серьезная компания, да вы что, тут Китай, Россия, елки-палки, занимаются там такими делами. Все на высшем уровне. Да какой на высшем уровне, елки, почитайте тексты, что они пишут. Здесь просто сели два, ну, школьникам нельзя сказать, назвать, хотя, может, и бывшие школьники грамотные есть, не все водку пьют, и травку там, и еще там что-то нюхают, вот. Но я вот одно не понимаю, если уже все, ну все, видите, что у вас там не получается, ну, объявите скам, положите уже в конце концов сайт, там, напишите, что так-то и так-то. Зачем, что вы...
Кого хотите обмануть? Какие крошки собрать? С кого? Если, допустим, вот взять меня, там, другого. Если я сейчас заберу свою выплату, если ты не дашь, да я сюда уже не буду реинвестировать. Если уже пошли вот такие вот слухи, кого ты ждешь? Какой-то там бедный тупой Вася зашел там и закинул каких-то 100 баксов или 200. Ну, обчистишь ты его. Ну, что тебе, мало денег или что? Я не понимаю. Короче, друзья, проект, все, я считаю, что YouHow это скам. Вот, поддержка не отвечает. Поддержка опустилась, админ опустились до уровня, я не знаю, нищебродов, которые хотят собрать последние копейки. Все. Это фиаско. Сюда не идите, выпасайте что-то подобное, подобный маркетинг, и к этим админам не ходите, потому что собрали они денежку колоссальную. Все, друзья, всем пока.